Привет! Сегодня мы поговорим про бадсы, а в конце их разыграем. Но я не о тех популярных от Samsung, а про их бюджетную альтернативу под эгидой украинского бренда Make Future. Ему всего 4 года, но хороших оборотов у нас он успел набрать. Кстати, в разрезе защитных стекол для смартфона он зарекомендовал себя хорошо. Я только их и брала для своего Xiaomi. Да и кабели с кейсами у ребят получается неплохо. Посмотрим теперь, как обстоят дела с беспроводными наушниками, потому что они для меня в новинку. С неймингом все просто. MyBuds. Запомнить труда не составит и воспринимается легко, так как ассоциируется с отсылкой к Samsung. А оцениваются наушники в адекватную стоимость – всего $52. Сразу хочу обусловиться. Эта модель, скорее всего, предназначена не для тех, кому очень важно качество звучания и классный объем, а для тех, кто приоритетом считает простоту использования, удобство и практичность. Сейчас постараюсь объяснить свою мысль. Обо многом уже может сказать кейс. Вы только посмотрите на то, какой он компактный. По сути, это чуть ли не единственный на рынке такой же небольшой кейс для беспроводных наушников, конкурирующий с AirPods'ами. Ко всему прочему, сверху он покрыт софт-тач пластиком и не царапается до такого абсурда, как вышеупомянутые мной яблочники. За это плюс. А за micro-USB на задней части минус. Тут без лишних комментариев. Крышка кейса на магнитах открывается легко одной рукой. А если помните, для меня это отдельный показатель. И с первого взгляда кажется прочной и надежной. Шарнир в смысле. В общем, ощущается не так, как подпольный китаец. Если видели сразу синюю индикацию, то да, это индикация заряда. Многоступенчатая для полного понимания картины и контроля над зарядом батареи. Это часто помогает при выходе из дома. Так ты точно понимаешь, надо ли ставить кейс на подзарядку. Затрону как раз и автономность. В общем, наушники могут звучать до 15 часов, а без подзарядки от кейса 5. Среднестатистический показатель на рынке. Ничего удивительного, ровно так же, как и огорчительного. С наушниками, конечно, все гораздо индивидуальнее, чем со смартфоном, но думаю, такой длительности работы в среднем хватит дня на 3 точно. А заряжается кейс 1,5 часа. Даже на ночь не обязательно ставить. Открываем крышку и идем дальше. Наушники. Их форм-фактор, собственно, перекликается с кейсом. Они маленькие и компактные. Понять, как их надеть, можно, конечно, не с первой секунды, но если это произошло, дальше будет все пучком. В ухе наушники сидят отлично, не давят и не выпадают даже при активной тряске. Со стороны их вообще незаметно. Мне кажется, я в них выглядела как какой-то секретный агент. Несмотря на отголоски внешнего сходства с Galaxy Buds, все же отличить от них бадсы Make Future легко из-за квадратной формы. А в дополнение они защищены по стандарту IPX6. Как там поется? Что мне снег, что мне дождь, что мне дождь проливной, когда мои друзья сам... Но есть и минус MyBuds. Несмотря на то, что многофункциональную кнопку легко нащупать, она прорезинена и от этого становится приятнее, но в использовании лично для меня неудобная. Поясняю, для хорошего звучания надо вставить наушники в уши хорошо, глубоко в смысле. При этом каждое нажатие кнопки для переключения треков, остановки воспроизведения и так далее запихивает их в ушной канал еще больше и приносит явный дискомфорт. Может потому, что тугая сама кнопка, а может дело в эргономике, но факт остается фактом. И реакция на нажатие слегка запоздалая, хотя и функционал широкий. Но пауза и воспроизведение одним кликом — это понятно. Также доступно переключение треков двойным или тройным нажатием, вперед и назад соответственно. Длительное зажатие правого вызывает голосовой ассистент, а левого производит дисконнект двух наушников или наоборот, сопрягает их. И естественно, можно управлять вызовом вплоть до звонка на последний набранный номер. Жаль, нет остановки воспроизведения при изъятии из уха, было бы идеально. Если мы говорим о звучании, то, как я сказала выше, эти наушники не для трушных аудиофилов. В целом музыку-то можно слушать, по дороге куда-то вполне сносно, но не в тех случаях, когда вы любите вслушиваться в каждый звук. Басов особо нет, верхнее слышно не так уж и хорошо. Короче, большой объем услышать сложно при всем желании. Но нет запираний и посторонних звуков, просто достаточно плоско и посредственно. Диапазон частот у MyBuds стандартный, от 20 до 20 тысяч Гц. Сопротивление описывается цифрой 16 Ом, а чувствительность 104 дБ. Динамик размером 6 мм и встроена поддержка всем известных кодеков SBC и AAC. Но работает это все добро на чипе Realtek RTL8763. Самое главное в нем стабильность и скорость передачи, дополненные поддержкой Bluetooth 5-го поколения. Во-первых, для меня было максимально быстрым первое подключение. Во-вторых, не возникало никаких проблем с повторными попытками. При прослушивании музыки непосредственно ни один наушник ни разу не отпадал. Все хорошо было и в режиме гарнитуры, соединение прекрасное. Вот правда,
Тьфу-тьфу-тьфу. Ни разу не прочувствовала на себе эту боль от коннекта бюджетных наушников. Это в копилку простоты и удобства. Единственный промах – микрофон. Он не очень чувствительный, поэтому собеседник не так уж хорошо меня слышал. Но это же завсегдатая проблема в разрезе True Wireless, даже если мы говорим о моделях подороже. Что ж, наушники Maybuzz от нашего бренда Make Future такие же понятные, простые и, главное, лаконичные, как и наш обзор на них. Это просто хороший гаджет за свои деньги, без понтов и лишнего функционала. История о том, чтобы взять с собой кейс на целый день, всунуть наушники в уши и забыть о проблемах, связанных с подключением. Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, умеет так же за $52. Или, может, даже меньше. У меня на руках сейчас две такие пары, и, как я говорила, мы разыграем эти наушники. Но что-то я вышла сегодня из дома совсем без настроения, поэтому вам достанется одна пара, а вторую я беспощадно уничтожу. Условия розыгрыша просты. Поставить лайк под этим видео, подписаться на наш канал и оставить ссылку на одну из своих социальных сетей в комментариях. А я пока займусь второй парой. Ладно, я передумала, мне что-то жалко их тращить, поэтому, как я сказала, первую пару мы разыграем среди вас, те, кто сейчас смотрит это видео, а вторую пару мы разыграем среди рандомных прохожих, которые подписаны на наш канал, поэтому пойдем. Здравствуйте, мы проводим розыгрыш. Если вы подписаны на канал Comfy в YouTube, мы можем подарить вам эти наушники. Подписаны? Нет? Здравствуйте, мы проводим розыгрыш. Вы смотрите YouTube? Нет. Вообще? Здравствуйте. Здравствуйте, вы сильно спешите? Здравствуйте, да. Все, уделите минутку. Мы проводим розыгрыш. Если вы подписаны на наш канал Comfy в YouTube, то мы можем разыграть с вами эти наушники. Подписаны или нет? Это надо сейчас нельзя подписываться. Нет! Если вы подписаны на канал Comfy в YouTube, мы отдаем вам эти наушники. Подписаны? Нет. Здравствуйте, мы проводим розыгрыш. Если вы подписаны на канал Comfy в YouTube, мы дарим вам эти наушники сразу же, сейчас же. Подписаны? Нет? Здравствуйте, будьте минутка. Одна минутка. Мы кальян спешим. Да? Смотрите, если вы подписаны на наш канал, мы просто подарим вам наушники. Как Comfy в YouTube. Подпишись, Ладки, пожалуйста. Нет? Не, ну так не считается. Да, если бы ты был подписан, мы бы тебе прямо сейчас. Да, ну давай проверять. Да, сейчас я Не, серьезно, я тебе дам, если подписан. Comfy, ну в магазине. быть подписан? Надо быть подписанным. А у меня слетел аккаунт не тот. Ага, да, я понял. Страшный обманщик. Ужас. Здравствуйте, ребята, у вас есть минутка одна? Я хочу подарить кому-то из вас эти наушники. Условие простое. Кто из вас подписан на канал Comfy в YouTube? Какой канал? Comfy. Нет? Подписан, но знаю. Ходишь на магазин? Маленький, конечно. Да. Электронику. Ты чё? Хочу вам подарить эти наушники. Условие простое. Вы смотрите YouTube? Да? Подписаны на канал Comfy. Всего лишь одно условие. Но это же... Смотрите, я хочу вам просто отдать наушники. Девушки стесняются, не надо их смущать. Что мы никого не можем найти, я уже начинаю обижаться на людей. Как можно не быть подписанным на наш канал? Привет! Здравствуйте. Мы хотим вам подарить эти наушники. Одно условие должно быть. Вы Да, это- смотрите YouTube? Конечно. Подписаны на канал Comfy? Надо Comfy. проверить. Не уверен. Давай, сейчас прямо. Кон? Да, вижу, да. Да, Так. Супер, это вам. Спасибо, ребят. Это беспроводные наушники, я надеюсь, они будут вам долго служить. И спасибо за подписку. Блин, круто. Спасибо. Спасибо большое. Ciao. Подписаны на счастливый канал, который приносит им кучу подарков и розыгрышей. И я надеюсь, что это сподвигнет подписаться теперь каждого. После просмотра этого ролика советую также посмотреть гайд по выбору беспроводных наушников от Саши Ляпоты и обзор на True Wireless Stereo Sony с лучшим шумодавом уже от меня. Пока! In the fan begin. Kinda funny what the people call a legend, the government call a weapon, but really he just a man in the end. He just a man in the end. I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again.